Как читать эту книгу? Дионетика– это приключение. Это исследование терра инкогнита первого человеческого разума, той обширной и доселе неизведанной области, что расположено примерно на 1 сантиметр вглубь наших лбов. Открытия и события, которые сделали возможным создание Дионетики, заняли много лет точных исследований и скрупулезных проверок. Часть работы заключалась в открытии нового, другая– в обобщении уже известного. Теперь путь четко отмечен и нанесен на карту достаточно подробно для безопасного путешествия в глубины вашего собственного сознания для восстановления врожденных способностей, которые, как теперь известно, очень высоки. По мере продвижения в дионетической терапии ваши действия заключаются в том, чтобы узнать, почему вы делали то, что вы делали. Понять, что явилось причиной тех темных страхов, которые появлялись в вашем детстве в ночных кошмарах, выяснить, где скрыты ваши моменты боли и удовольствия. Человек многого не знает о себе, о своих родителях, о причинах своих действий. Некоторые явления, которые откроются вам, изумят вас, так как важнейшая жизненная информация может храниться не в памяти, а в энграммах, трудных для понимания и способных только разрушать. Вы обнаружите множество причин, из-за которых вы не в состоянии выздороветь, и досконально узнаете, до чего же они смехотворны на самом деле, особенно для вас. Вы поймете это, когда найдете в энграммах установки, диктующие линию вашего поведения. Дионетика– не торжественное мероприятие. Несмотря на то, что она имеет дело с человеческими страданиями и потерями, в конце всегда становится смешно. Каким глупым и насколько превратно истолкованным было то, что послужило причиной печали. Первое путешествие в вашу терра инкогнита пройдет через страницы этой книги. Читая ее, вы обнаружите, что здесь освещены многие явления, о которых вы всегда знали. Вас обрадует новость, что во многих своих представлениях о жизни вы порой руководствовались не только своими личными мнениями, но и научными фактами. Вы также найдете много информации, которая известна всем и которую вы, наверное, не воспримете как новость, хотя, возможно, недооцените ее значение. Однако учтите, что подобная недооценка мешала правильно истолковать факты, которые были давно известны, и понять их значимость. Ведь сам по себе факт не важен без правильного сравнения с другими фактами, вне точного определения их взаимоотношений. Вы встретите в этой книге огромное множество фактов, которые включают в себя все аспекты деятельности человека. К счастью, вы не должны следовать ни одной из этих линий до тех пор, пока не закончите книгу. Потом ваши знания станут столь обширны, что они смогут удовлетворить кого угодно. Дионетика– предмет глубокого изучения, потому что главное в ней– человек, который сам по себе и является предметом изучения. Наука мышления касается всех видов его деятельности. С помощью тщательной классификации и передачи информации мы сузили дорогу, чтобы по ней было удобнее идти. В основном этот учебник расскажет вам о вас самих, вашей семье и друзьях. Вы их здесь встретите и узнаете. Автор не стремился употреблять громогласные, напыщенные фразы, ироничные выспренные слова или ложную риторику. Когда человек может дать простые ответы, он не должен делать свое общение более сложным, чем это необходимо для передачи информации. Язык книги прост и доступен, в ней используется много разговорных выражений. Мы не стремились к наукообразию, наоборот, избегали его. Книга обращена к людям разных социальных слоев и профессий, узкоспециальные термины мы не использовали, так как они могли бы затруднить ваше восприятие. Так что терпи, психиатр, твои умные структуры здесь не использовались, так как Дионетика не интересуется подобными структурами. Потерпи и ты, врач, если мы называем простуду простудой, а не катаральным состоянием дыхательного тракта. Подобный термин больше подходит к инженерному делу, а инженеры могут сказать всё, что угодно. И ты, ученый, не хотел бы излишних затруднений с плюсами и уравнениями Лоренца, Фицджеральда, Эйнштейна. Поэтому мы не будем мучить наших неиспорченных читателей научно невозможной грамматикой Гегеля, который настаивал на том, что абсолюты на самом деле существуют. Книга спланирована наподобие конуса, начинается с простых принципов, расширяясь к основанию широким их применением. Книга примерно следует действительным шагам развития Дионетики. Первый из них– изложение динамического принципа существования, потом речь пойдет о его значении, о причинах отклонений от нормы и, в конечном итоге, о применении всего этого в терапии и о ее технологии. Все это не покажется вам трудным, только у создателей этой науки были трудности. Посмотрели бы вы на первые уравнения и постулаты Дионетики. По мере продолжения исследований и по мере разработки методов Дионетика становилось проще. А это надежная гарантия того, что исследователь на правильном пути. Только то, что плохо известно, становится тем сложнее, чем дольше мы над ним работаем. Эту книгу лучше всего читать с самого начала, ничего не пропуская, по порядку. К тому времени, как вы дойдете до послесловия, вы сможете свободно ориентироваться в предмете изучения.
Книга специально так построена. Каждый факт, имеющий отношение к терапии Дианетики, объяснен с разных сторон и встречается многократно. Таким образом, ваше внимание будет привлекаться к самым важным фактам. Закончив читать, вы можете вернуться к началу, просмотреть книгу снова и проработать то, что считаете необходимым. Почти все философские выкладки и источники основного предмета Дианетики мы исключили, потому что в учебнике должно было быть не больше полумиллиона слов, и еще потому, что выкладки и выводы– это специальная книга. И там бы вы их оценили по достоинству. Однако и в этой работе, кроме самой терапии, вы найдете полный объем научных сведений о дианетике. Вас ожидает приключение. Так к нему и отнеситесь. И да не останьтесь таким, каким вы были раньше.